Ну что, друзья, открыта новая локация. Азербайджан! Все буду, да. А начать предлагаю с плана на эту поездку. Ах да, меня зовут Ирина, и у Ирины был такой план – открыть для себя Баку и не только. Это была моя первая поездка в Азербайджан, плюс я не брала под это путешествие отпуск, я взяла лишь билеты туда-обратно с захватом выходных и ноут для удаленки. Как я обнаружила позже, пары выходных и времени после работы оказалось более чем достаточно, чтобы получить удовольствие от поездки. Предлагаю разделить его со мной. Руководство к действию. Как влюбиться в Азербайджан. Вкусно поесть с красивым видом, подружиться с козой в горах, пощекотать пятки в море и много-много гулять по Баку. Погнали и с подробностями? Баку, как я уже сказала, колоритный город. Город, в котором по разной архитектуре можно четко проследить сменяемость эпох. Баку времен первого нефтяного бума, помпезные здания с отсылками к европейской архитектуре. Стамбульский Баку, стихийные постройки, превращающиеся в лабиринты. Советский Баку, ну и, конечно, современный Баку. Но начать будто стоит с истоков, со старого города. Ичери-Шехер – старинный и небольшой жилой квартал, сохранившийся за крепостными стенами в самом центре Баку. То место, по которому обязательно стоит прогуляться. Старинные окна, маленькие улочки, устланные брусчаткой, и крепостные стены. Если бы у меня было больше времени, я бы бродила там днями. Конечно, это максимально туристическое место с большим количеством сувениров и дорогих кафе. Но не весь квартал такой. Нужно понимать, что это все еще жилой район, который является домом для тысячи реальных азербайджанских семей. Поэтому душа у старого города определенно живет. Набережная с обзором на современный Баку. Еще одно обоснованно популярное место для прогулок. Здания из стекла и бетона кажутся невесомыми, но значимыми. Тут же находится и музей ковра, и Денис Молл, и колесо обозрения. Берем друзей и идем гулять. С набережной, кстати, можно за 1 манат подняться к пылающим башням на фуникулере. А там и до смотровой площадки рукой подать. Рекомендую. А вообще весь центр Баку красивый, как днем, так и ночью. Ночью местами, кстати, очень тусовочно, даже слишком. Просто приезжайте и гуляйте в любую сторону. Схема рабочая, я проверила. Только глядите под ноги. С прогулочной инфраструктурой тут бывают вопросы. Вкусно поесть – это вообще про Баку. А красивый вид мы нашли в Чай-Бар 145. Это не самое дешевое место, но находится оно в центре, с чудесным видом на Девичью башню. Я заказала очень вкусный азербайджанский суп душбара. Это бульон с тонко завернутым тестом с начинкой из мяса ягненка. А еще целый самовар чая с разными национальными сладостями на компанию. Супер способ продегустрировать много угощений за один раз. Могу рекомендовать это место. Ужин мы провели в ресторане Зафирана. Я не буду много говорить. Вкусно, богато, национальные блюда с современной подачей. В целом, достойное место и беспроигрышный вариант. Более приземленный вариант для ужина с азербайджанским мотивом – ресторан Фирюза. Огромное меню, огромный зал и огромная порция колорита в интерьере. Нравится такое? Тогда вам сюда. Но мое любимое место – придорожное кафе с вкусной, нет, с только что приготовленной, горячей, ароматной вкусной рыбкой в лаваше. У нас остановка на восточный фастфуд. Это говядина, это рыба, это курица. Есть кусковая, это самая, есть такая. Вот это говядина. Вот шампунь 3 мана. Кто-то хочет кукурузу, пожалуйста, кукурузу, кто на диете. А что за рыба? Как называется? Белая? Нет, тоже рыбка. Вот там ребенок. Это одна порция получается, да? Да. Да, лук все будете, зелень. Все буду, да. Это же большой выбор какой-то. Типа, кайф. Запиваем это все чаем с лимоном и получаем удовольствие. Как найти такое место? Поехать в горы и высматривать по дороге популярные у местных придорожные кафешки. Только так, наверное.
Кстати, вот мы и подобрались к моему любимому блоку. В Азербайджане есть разные горы, но у нас было мало времени, и мы отправились к ближайшим. Горы Хезы или Радужные горы. Это довольно популярный маршрут, вы можете найти много предложений однодневных поездок в интернете, плюс я оставлю номер телефона нашего гида в описании. Ну а если у вас есть права, всегда можно арендовать машину и отправиться в горы самостоятельно. Что там, кстати, по маршруту? Первый пункт поездки – Розовое озеро. Только без больших ожиданий, пожалуйста. Ну, не то чтобы розовое. Розоватая, но не розовая. Это солевое озеро, которое находится на закрытой производственной территории. Озеро и правда отливает розовым цветом в хорошую погоду. Если вам по пути, загляните, но это не главная наша цель. Едем дальше. Следующую остановку нельзя пропустить. Почему? Ответ перед вами. Вот они, Радужные горы. Давайте пройдемся. Горы Хезы или Леденцовые горы, Радужные горы, тут как вам угодно. Это одно из тех мест на нашей планете, где прямо под ногами можно найти окаменелости обитателей когда-то моря. Вот, например, это в детстве мы называли чертов палец. Вот такая вот штука. Вот как раз вам кусочек мезозоя. А где же моя подружка, которую я обещала? Мы остановились рядом с маленькой, одиноко стоящей фермой. Красивый вид, колоритная избушка и козы. Одна из которых очень мне позировала. Посмотрите на эти глазки. Так у меня и появилась новая подружка. Надеюсь, она тоже вспоминает меня добрым ме. Так, милых горных козочек мы уже посмотрели. Здесь у нас находятся продукты жизнедеятельности милых козочек. Называется это кизяк. Очень просушенный навоз с сеном. А зимой можно им топиться. Все в дом, все в дело. Прощаемся с козочками и направляемся к нашей последней цели. Гора Бишбармак. 5 пальцев. Вы увидите ее издалека. Одиноко возвышающаяся каменная порода неподалеку от побережья Каспийского моря. Когда-то она служила ориентиром для мореплавателей, укрывала от ветра древний город, а теперь это место паломничества и яркая туристическая точка. У нас есть гиапик. На гиапике изображена лестница. У нас есть Бишбармак, на котором тоже лестница. Вперед! Определенно запыхалась, но как бы сами попробуйте, поймете меня. Немножко-то узко. Оп. Мы на вершине. Воздух чистый, разум свежий. Или наоборот. Насмотревшись на море с вершины горы, прыгаем в машину и слезно просим водителя отвезти нас на ближайший к городу пляж. Задача оказалась непростой, ведь сезон закрыт, на дворе вторая половина октября, но наш водитель вспоминает о своем любимом рыбном ресторане с маленьким выходом к морю. Берем. Едем в кафе «Дарья Фишхаус» перекусить к морю в Бакинской бухте. Ориентир – красивая мечеть Биби-Ибад. А там выбирайте любое приглянувшееся заведение с выходом к морю. Какая я была счастливая! Ну что, уже село солнце, пора заканчивать наш блог про природу и ехать по ночному Баку спать. Но перед этим бесценный урок азербайджанского от нашего водителя. Можете научить меня говорить на азербайджанском «Я тебя люблю»? О, это не могу сказать. Не можете? Почему? Стесняю. Переводится. Ну-ну. Мен seni seviyorum. Мен, я. я, ага. Тебя. Seni. Сани. Мен, сани, Seviyorum. северям. Да. Поговорим про приземленное. Погода. Наша поездка пришлась на вторую половину октября. Мы успели за неделю походить в шортах, искупать ноги в море и залезть в зимние куртки ближе к вечеру. Баку – город ветреный. Советую быть готовым ко всему. Транспорт. В Баку работают приложения Bolt и Uber. Короткая поездка по городу на такси обойдется вам в 3-4 маната. А вот в час пик из самого центра города до аэропорта я добиралась за 15 манат. Платили наличными. Проезд в метро стоит половину маната.
связь. Самая недорогая сим-карта с 3 гигабайтами интернета обойдется вам в 10 манат. И примеры цен в магазине. Творог – 3 маната. Сыр – от 4 до 7. Колбаса в районе 10. Молоко стоит около 2 манат. Огурцы можно купить за 1 манат, а вот помидоры за 4. Но давайте по душам. Впечатления от поездки в Баку точно бесценны. Баку встретил меня хорошо, и я разглядела в нем большой туристический потенциал. Хотелось бы приехать сюда еще. За морским ветром, вкусными кутабами, приятными прогулками и ароматным чаем. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным и вдохновило на новое путешествие. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся уже в новой локации.